Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейший ПП-чизкейк с клубникой. Основа из печенья с сублимированной клубникой, вкуснейший сырный слой и клубничная начинка сверху. Это очень вкусное сочетание. Друзья, я также готовлю для вас видео с простейшим рецептом шоколада на основе кокосового масла. Это низкоуглеводный шоколад, ингредиенты для которого есть дома у большинства людей, придерживающихся правильного питания. Видео выйдет на следующей неделе, так что подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот простой рецепт. Начнем с печенья. Я готовлю двойную порцию печенья сразу на следующий чизкейк, потому что он очень вкусный и вся моя семья всегда просит еще. Поэтому здесь 2 яйца. Количество ингредиентов я буду называть для одного чизкейка. Понадобится 1 яйцо, 7 грамм кокосового масла, 70 грамм муки. У меня кукурузная и мука из зеленой гречки. Это будет безглютеновое печенье. 2 грамма разрыхлителя и 3 грамма подсластителя. Перемешиваем все ингредиенты. Сначала можно лопаткой, а потом руками, так как тесто достаточно плотное. Смотрите за консистенцией, возможно, понадобится еще немного муки. Тесто должно быть мягкое, но не слишком липнущее к рукам. Если требуется, добавьте немного муки. Заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник как минимум на 1 час. Час прошел, тесто стало немного плотнее за счет застывания кокосового масла. Давайте я вам покажу для информации, чем такое тесто отличается от теста, содержащего глютен, например, на пшеничной, овсяной или полбяной муке. Рецепты печенья из глютеновых видов муки уже есть на моем канале. Сделаю несколько звездочек вырубками. Безглютеновое тесто очень легко рвется, даже маленькую звездочку из него не просто поднять, не порвав. Это происходит как раз из-за отсутствия глютена. Именно он в некоторых видах муки, словно клей, склеивает тесто изнутри. А здесь такого нет. Поэтому делать формочками печенье из безглютеновых видов муки – небольшое удовольствие. А вот печенье на чизкейк сделать проще простого. Для этого раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 3-4 мм. Если липнет, немного присыпьте мукой или раскатайте тесто под слоем пищевой пленки. И нарезаем. Очень удобно вот таким ножом для пиццы, но можно и обычным неострым ножом, чтобы не прорезать коврик. Переносим на противень и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку примерно на 20 минут. Пока печенье печется, можно приготовить остальные слои. Для начинки нам понадобится 200 грамм клубники. Подойдет и свежая, и замороженная клубника без сока. Измельчаем ее в пюре и перетираем через сито, чтобы добиться абсолютной однородности. Этот этап с клубникой, конечно, не обязателен. Вот такое пюре получается, по весу его примерно 130 грамм. Добавляем 10 грамм крахмала и 10 грамм подсластителя. Тщательно размешиваем до полного исчезновения комочков. Начинка готова. Для сырного слоя нам понадобится 330 грамм мягкого творога. Добавляем к нему 200 грамм рикотты. Недавно на моем канале вышло видео с 3 вариантами замены рикотты. Можно использовать и их. 32 грамма кукурузного крахмала, 13 грамм подсластителя, 1/3 чайной ложки соли, 1 чайную ложку ванили и 1 столовую ложку сока лимона. Тщательно смешиваем все ингредиенты блендером. Сюда же разбиваем 2 яйца и еще раз размешиваем. Вот такая масса у нас получилась. Сырный слой готов. Через 20 минут достаем печенье. Оно легко ломается. Нам нужно измельчить его в крошку. Отправляем 100 грамм печенья в блендер и измельчаем в крошку.
Могут остаться кусочки чуть крупнее, это не принципиально. Перекладываем в емкость для смешивания. И добавляем остальные ингредиенты. Это 10 грамм сока лимона, 3 грамма подсластителя и немного воды. Воды суммарно понадобится около 80 грамм, но лучше добавлять ее постепенно, отслеживая консистенцию, чтобы не получилось слишком жидко. У вас может уйти чуть больше или меньше воды. Должна получиться вот такая консистенция. Крошка легко слипается в единый ровный слой, но она не мокрая, а все же немного рассыпчатая. В процессе выпекания она пропитается влагой от сырного слоя и получится идеальная консистенция. Добавляем в нашу основу сублимированную клубнику. Это совсем не обязательный ингредиент, но он добавит чизкейку клубничного вкуса. Подготовим форму для выпечки. У меня это будет кольцо диаметром 18 см с дном из фольги. Для выпечного чизкейка лучше сделать 2 или 3 слоя фольги. Загибаем края, тщательно прижимаем. Важно, чтобы фольга сохранила целостность. Устанавливаем форму на противень и высыпаем основу. Утрамбовываем лопаткой, можно ложкой, можно дном стакана. Разравниваем. Выкладываем сырный слой. Тоже немного разравниваем. И хаотично выкладываем слой клубничной начинки. Я не заполняю все пространство, а наливаю начинку в одни и те же точки. И теперь шпажкой формирую рисунок. Примерно вот так. На противень заливаем горячую воду и отправляем в духовку, разогретую до 130 градусов Цельсия примерно на 1 час. Время выпекания может быть разное, и сейчас я объясню, в какой момент нужно остановить выпечку. Края чизкейка полностью схватились и затвердели, а серединка еще мягкая. Это можно проверить, если немного потрясти форму. В этот момент выключаем духовку и оставляем чизкейк постепенно остывать. Когда чизкейк полностью остыл, достаем его из духовки и переносим на полотенце, чтобы высушить дно. Потом ставим на подложку или на доску, укрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа до полного охлаждения. После охлаждения снимаем фольгу и переносим на подложку. С помощью ножа отделяем от формы. И снимаем кольцо. Вот такой необычный и яркий клубничный чизкейк у нас получился. Мне кажется, очень красивый. Основа из печенья с клубничкой, вкуснейший сырный слой и клубничный рисунок сверху. На вкус потрясающее сочетание клубники с остальными слоями. Это очень вкусно. Ну и, конечно, главная изюминка этого чизкейка – его оформление. Как видите, его совсем несложно приготовить. Давайте его разрежем. Вот такая красота внутри. Очень вкусно и очень необычно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!